Ну что, всем 8 бит, я Роман Шабанов. Нежданно-негаданно, прям как Марио из трубы, у нас сегодня новая распаковочка. Не ожидал, что так быстро наскребу пару посылочек для того, чтобы показать в кадре и поделиться с вами своими радостными эмоциями. Но прежде чем начать, давайте с вами подпишемся все дружно на мой канал и поставим лайк. Ну все, не будем затягивать. Погнали! Кто бы мог подумать, что распаковки у нас будут теперь выходить чаще, чем раз в 6 лет. Но вернемся к нашим посылкам. Первая посылка от Михаила с канала Venom Gaming Channel. Он мне уже как-то присылал контроллер в стиле TurboGrafx 16 от 8-bit Do. Ну а на этот раз он мне присылал еще и вот такой вот SNES-овский контроллер и вот такой вот сеговский контроллер. Сейчас мы их быстренько достанем. SNES-овский выглядит вот так. Это все тот же 8-bit Do. Подключается он удаленно, то есть вставляем свисток в компьютер и спокойненько играем. По дизайну он полностью повторяет SNES-овский контроллер, Super Nintendo-ский, если хотите. Играть на нем прикольно, удобно, аутентично, так сказать. Я на стриме несколько игр на нем прошел. В принципе, штука очень удобная и интересная. Сеговский контроллер. Ну, я бы сказал, даже не просто сеговский, а скорее Sega Сатурновский с элементами сеговского. Называется 8-bit Do M30. Тоже подключается посредством вот такого вот свистка, более увеличенного по сравнению с Super Nintendo-ским. Отличительная особенность его в том, что у него здесь две кнопочки L и R. Как вы знаете, на сеговском только одна кнопочка – Mode. Поэтому играть можно как в сеговские, так и в Sega Сатурновские игры на эмуляторах. Проходил я на нем игру Beyond Oasis 2 или Легенда о Оазисе. Приквел Beyond Oasis для Sega Mega Drive. Что по кнопкам, по удобству? Ну, удобство здесь абсолютно как у сеговского. Как видите, форма все совпадает. Кнопочки мягко нажимаются, играть приятно. Сеговский оригинальный я в руках не держал, у меня только пиратские. Но если сравнивать с ними, то качество даже получше, потому что нажатие кнопок куда более приятное. Вот. Ну, резинки, на мой взгляд, хорошие. Само качество тоже пластик, все сделано добротно, удобно, хорошо. Еще раз спасибо Михаилу, но и это еще не все. Он мне прислал вот такой вот картридж Batman. Это коробка от сеговского, маленькая, пластиковая. И здесь внутри лежит, вы не поверите, лицензионный японский картридж Batman, который как бы мне напоминает о том, что я эту игру так и не смог пройти по-честному. Всю кровь у меня этот Бэтмен выпил, но в принципе саму игру я могу Бэтмен пройти без сохранений. Но вот именно Джокер вот этот финальный, он меня убивает, я не могу это. Слишком он шустрый гад, ну не могу я к нему привыкнуть. Интересная деталь, здесь вот на задней крышке написана подпись, видите, фломастером или маркером, которая гласит Хирумицо Хаяси. То есть, скорее всего, это оригинальный владелец картриджа подписал его, чтобы не потерять. И, кстати, это очень хорошая идея, потому что почему-то мы в детстве картриджи никогда не подписывали, но при этом часто их теряли, когда кому-то давали просто поиграть. А тут можно было бы сразу прийти и сказать: ну это же мой картридж, парень. Тут же написано Хирумицо Хаяси, ты же взял у меня картридж, ты вернешь мне его или нет, гад? Не знаю, надеюсь, Хирумицо не будет смотреть это видео и не скажет, что это его картридж. Ну, вообще, надеюсь, что он его прошел. Я этот картридж запускал на своей новодельной Денди и хотел даже пройти, но, к сожалению, где-то на середине игры дочь у меня блок питания из розетки выдернула, как раньше делали родители, и не дала мне пройти эту игру. Сам картридж, как видите, здесь помещается, неплохо помещается в этом корпусе. Ну, хотя, конечно, пришлось вот эту вот штучку у него выломать, один зубик. В принципе, можно даже, наверное, отпечатать мануал, и будет у меня такой лицензионный Бэтмен, который будет сурово на меня с полки смотреть и говорить: ну что ж ты, Рома, Джокера-то не убил. Еще раз огромное спасибо Михаилу с канала Venom Gaming Channel за то, что он подогнал мне такие крутые контроллеры и настоящий лицензионный картридж. Теперь у меня есть пиратский Бэтмен и лицензионный Бэтмен. Еще бы игру пройти, и было бы классно. Идем дальше. Написал мне как-то Алексей ВКонтакте: мне хочется плакать. Я говорю: что случилось? Он говорит: я увидел в твоем видео, что у тебя Sonic and Knuckles пиратский, и к нему нельзя подключить Sonic 3 и в полном объеме пройти эту игру. Ну, я говорю: ну, да, так вот получилось, купил пиратский картридж первый на Сегу, вот, ну, а что делать? Ну что? Он говорит: спокойно, у меня есть выход.
И прислал мне, вы не поверите, вот такой вот целый полный комплект. Так, сейчас, погодите, открою. Хорошо закрывается. Здесь не просто картридж, здесь еще и мануал. А картридж, как видите, вот такой вот. Смотрите. Так, а что, какой? О, у него здесь сверху есть порт для того, чтобы вставить Соника 3. То есть это, казалось бы, настоящий лицензионный картридж. Но Алексей сказал, что это реплика. Причем реплика очень качественная. Я бы даже сказал, здесь, блин, ну не отличить от лицензии. Насколько я знаю, он это все делает сам. Не знаю, где кто-то берет корпус такого качества, прям пластик кайфовый. Печатает на 3D принтере как-то. Непонятно. У меня есть картридж японский лицензионный Sonic 3 и пиратский Sonic 3, наверное, американка. Я их сюда вставлял, проверял, все действительно работает. Он с обоими версиями контачит, и там игра действительно получается Sonic 3 and Knuckles. Можно проходить, прям кайфовать. Сейчас покажу, какой мануал, вы там вообще упадете. Вот он, мануальчик. Единственная претензия, что он черно-белый, как в оригинале. Если его полистать, то прям все текст, картинки, скриншоты, все это прям очень-очень качественно сделано. Я бы даже сказал, что это как будто бы все пересобрано. Может быть, либо очень хороший скан оригинального мануала. У Алексея прям очень крутые реплики, максимально близкие к оригиналу. Не то, что у китайцев с AliExpress, как в прошлом выпуске распаковки я показывал, там просто кошмар был. И даже бумага такая мягкая, блестящая. И это еще не все. Сейчас я уберу этот картридж и покажу вам еще кое-что. Медленно всплывает из воды картридж «Пираты темных вод». Сама игра очень крутая. Я когда проходил ее в старших классах, она мне очень нравилась. Я ее брал у одноклассника. К сожалению, уже почти ничего не помню. Надо будет как-нибудь поиграть, еще раз пройти. Нас с братом очень сильно забавляло, что у главного героя, парнишки, вместо меча какой-то обрубок. Но мы тогда не понимали контекст и не знали, что игра-то на самом деле сделана по мультсериалу, который, насколько мне известно, у нас не показывали. Тоже Алексей отправил, сказал: я тебе отправлю сюрприз. Посылка-то пришла, открываю, а там «Пираты темных вод». Открыть только надо. Ух, здесь все то же самое. Инструкция, картридж. Давайте для начала картридж посмотрим. Блин, слушайте, ну это прям реально очень круто получается. И наклейка ровно наклеена, не то, что, блин, на наших китайских, этих пиратских, под углом 45 градусов приклеивают. Здесь прям все ровно. Не скрипит. Нет, ни люфта, ничего нету. Не знаю, это какое-то чудо. И, видимо, Алексей построил какой-то завод по производству этих самых корпусов для картриджей. И вот, инструкция тоже. Но здесь она уже цветная, понимаете, еще? Сейчас покажу. О, цветная инструкция. Кстати, я не знаю, в оригинале она черно-белая или нет у этой игры. Прям тут вот, смотрите, все. Бумага кайфовая и картинки цветные. Очень крутая работа. Алексей в своей группе ВКонтакте, которая называется «Ретрокод», продает такие вот реплики. Сейчас в условиях того, что с eBay достаточно трудно заказывать какие-то оригинальные картриджи, то вот такие вот реплики, это прям, ну слушайте, реально очень круто. Это прям на полку ставишь сразу, как настоящий экспонат. Спасибо Алексею за 2 вот этих картриджа. Очень круто. Единственное, конечно, сразу мне появляется такое желание перевести мануал на русский. Но я не смогу. Не надо, отговаривайте меня. Прям пишите, не надо. Потому что я не смогу, я не потяну. Куда? Куда еще переводить? Я сейчас Comic Zone пытаюсь перевести. Сил уже нету. Идем дальше. Теперь из того, что я сам купил. Вот такой вот портативный эмулятор, так сказать. Называется Mio Mini Plus, версия 3. Покупал я его на Авито. В комплекте с ним идет такой чехольчик, очень удобный, так как эмулятор портативный, надо его везде с собой носить. Этот чехольчик очень даже кстати. Вот он тут так вот лежит. Здесь вот можно чего-то запихать. Картриджи, что ли? Картриджи-то у него не подключаются. Ну, там какой-то переходник для чтения SD-карты. Сам по себе он очень похож на Game Boy, оригинальный кирпичный, что мне, кстати, очень нравится. Я всегда хотел себе в коллекцию оригинальный Game Boy, но, во-первых, он очень такой громоздкий, во-вторых, он жрет батарейки, и, в-третьих, не хотелось на него картриджи покупать, потому что у него вроде как есть Game Boy Advance, я могу на нем играть, Nintendo DS у меня есть. То есть, как бы, вроде бы и хотелось для эстетического, так сказать, наслаждения внешним видом Game Boy, но покупать как-то не особо порывался. А здесь вот прям тот самый геймбойчик, только на нем еще и можно играть во все подряд. Не буду сильно рассказывать про это Mio Mini Plus
версии 3, покупал я ее на Авито. Но я подумал, зачем заказывать у китайцев, если можно купить на Авито и дойдет быстрее. Ну, фактически он как новый. Так я на нем в основном играю в Dendy, в Sega, в Super Nintendo. Пару раз запускал игры для Neo Geo. И еще есть такие порты с компьютера. Это я проходил «Принца Персии» и проходил «Sonic Mania». Ее прям можно здесь запускать. Разрешение здесь 640 на 480, поэтому все эмуляторы достаточно хорошо масштабируются под это разрешение. В частности, Sega Mega Drive. Вообще играть удобно. Я прошел здесь «Парк юрского периода» на Super Nintendo, прошел Shadowrun на Super Nintendo, «Принца Персии» компьютерного прошел, «Принца Персии» дендиского прошел «Принца Персии» мегадрайвовского. Вторую часть «Принца Персии» еще пока не прошел, но потихоньку играю. Сохранения имеются, игры все на карту памяти закидываешь. Сел, быстренько достал, пока там дочь отвернулась. Поиграл, прошел пару уровней. И даже, кстати, вот я играл для PlayStation 1 в Геркулеса. Тоже очень хорошо идет PlayStation 1. Самое сложное для него — это игры для Nintendo DS. Они запускаются, но они уже идут с небольшими подтормаживаниями. Я, например, прохожу здесь New Super Mario Bros. Я его проходил на Nintendo DS, и вот теперь вот здесь прохожу. Сзади есть удобные кнопочки, которые переключают верхний экран и нижний экран. Местами меняют, и можно еще второй кнопочкой дополнительно, чтобы появился на экране курсор, который заменяет тачскрин. Его также вводишь стрелочками, нажимаешь. Так что играть в DS-овские игры можно. Здесь уже иногда бывают просадки по FPS. Ну а так прям очень круто. Сеговские, Супер Нинтендовские игры, это все он тащит. Если интересно, погуглите какие-нибудь там обзоры. Посмотрите поподробнее. Я покупал на Авито. Ну и еще добавлю, я заказал себе наконец-то новый аккумулятор для моего ноутбука. На ноутбуке я частенько стримлю, и у него аккумулятор уже давным-давно сдох. Он прям реально вообще ничего не держит, никакой заряд. Это прям мешает и напрягает. Поэтому я подумал и решил все-таки заказать новый аккумулятор. Я его вставлю и надеюсь, что мой ноутбук заживет новой автономной жизнью. На этом, пожалуй, и закончим нашу распаковочку. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, переходите в группу ВКонтакте. Буду очень благодарен, если найдете возможность поддержать меня на Бусти. Подписка на Бусти очень важна для развития канала. Ну а на этом у меня все. Еще увидимся.